Вы на канале «По ту сторону», меня зовут Марта. Я Алена. Сегодня мы решили снять аналитику самых странных и загадочных моментов наших предыдущих выпусков. Начнем с нашего первого выпуска, где мы прибегли к общению с потусторонним миром. Это усадьба в Комарово. Домовой, домовой, приди. Домовой, домовой, приди. Домовой, если ты здесь, дай нам, пожалуйста, знать. Очень слабо, мы не понимаем. На протяжении всего общения с домовым на экране появлялись полупрозрачные объекты, и возникали они только в тот момент, когда мы задавали вопрос. Однако мы можем с уверенностью сказать, что это была обычная пыль. Здание старое, находится в полуразрушенном состоянии, и ничего мистического в этом нет. Следующее место, в которое мы поехали, вызвало неоднозначные эмоции, особенно у меня, так как я была там впервые. И поехали мы в него ночью. Это мемориальный комплекс Хатынь. Хатынь находится в глубине леса, и рядом нет ни магистральной трассы, ни каких-то сел и деревень. Однако этот стон, который мы услышали, подойдя к статуе дедушки с внуком на руках, поверг наш в шок. Мы со стопроцентной уверенностью можем сказать, что мы были в этом месте одни. Он не фокусируется, но... Что за звуки? И откуда возник этот стон, мы не можем утверждать. У нас есть предположение, что это может быть эхо механизма колоколов, которые расположены по всему мемориалу. Однако выводы делайте сами. Вот такой вот механизм. Да. Следующий момент в Хатыни вызывает у нас больше вопросов, чем предыдущие, потому что утверждать, что это просто обычная тень, мы никак не можем, потому что Алена стояла немного позади меня. Когда я поворачиваю камеру вместе со светом, соответственно, тень не может ни от кого отражаться. То есть, либо это, возможно, силуэт какого-то дерева, да, вдалеке, но это должно быть большое дерево, да, либо это что-то потустороннее. Здесь была ночью, это сегодня третий раз. И я никогда сюда не ходила. Я не видела, что здесь В общем, дань деревни. дань памяти. В поле спят мотыльки, уж свернутся у реки. Ответов на этот вопрос у нас на данный момент, к сожалению, нет. Пересматривая этот момент, мы до сих пор находимся в шоке, в очень смешанных эмоциях. У нас бегут табунами мурашки, мы до сих пор не можем тоже вам объяснить, что это было такое. Со стопроцентной вероятностью мы не можем утверждать, что это игра света. На видео вы можете сейчас наблюдать отчетливый силуэт мужчины, который стоит боком в белом халате с небольшим наклоном головы. Однако, через пару минут, выйдя из помещения, которое мы снимали, мы опять же поворачиваем камеру на данное здание, снимаем те же самые окна, практически с того же самого ракурса, плюс-минус где-то метр, и мы не видим этот силуэт в окне. При том, что это дом погибшего изобретателя. Ну, он погиб в этом доме, и изобретатель у меня ассоциируется почему-то реально с белым халатом. И мы видим силуэт человека в белом халате. Он был инженером, и хочу заметить такой момент, что второго этажа просто нет. И там нету светоотражающих элементов, это просто голая фасадная стена. Дом изобретателя у нас вышел в двух частях. И во второй части мы проводили эксперимент в подвале данного места. И нас поверг в шок один страшный момент. Я до сих пор вспоминаю, и у меня опять идут мурашки. Если вы внимательно смотрели наше видео, вы обратили внимание на то, когда мы вызвали изобретателя, тут же подул сильный ветер.
На протяжении всего эксперимента, всего нахождения рядом с этим домом не было таких сильных порывов. Вы могли это заметить. И именно в тот момент подул ветер. Мы не знаем, как объяснить этот факт. У меня нет никакого объяснения. Это либо это совпадение, которое бывает одно на миллион, либо действительно так себя проявляет потусторонний мир. Изобретатель, приди. Изобретатель, приди. Изобретатель, приди. Ты здесь? У себя-то получилось. Изобретатель, ты здесь? Ветер подул. На 50. Сейчас подул ветер. Ну, Резко просто. Приехав снимать следующий ролик, мы в принципе не ожидали, что мы можем найти там что-то интересное. Мы всегда надеемся, что мы найдем, но не всегда так бывает. А здесь мы прямо исключили данный момент, просто приехав заснять ту заброшку, которую мы уже знаем, которую мы уже один раз видели. Но опять же, мы знали, что туда приходят, как ты их называешь, сатанисты? Приходят сталкеры, приходят сатанисты, разные люди, разный контингент. Непонятно зачем. Да, каждый ищет свою определенную цель в этом здании. Мы приехали снять этот недостроенный санаторий с целью сталкерства, так как у нас канал делится на два вида, да, на две категории. Мистика и сталкерство. При этом в один момент, когда мы снимали просто стоящий стул, позади нас мы услышали два мощных, таких глухих, отчетливых, тяжелых шага. При этом на протяжении всего времени, что мы снимали, мы не видели там никого. То есть мы там были одни. Пошли. Интересно, да? Такой звук был. Просто если проводить анализ, какой звук издает даже самая крупная капля, она не будет такой глухой и такой тяжелой. Ребята, я не знаю на самом деле, что это было, физика, мистика или просто какой-то человек проходящий, что я исключаю, потому что людей мы там не увидели. Здание находится в аварийном состоянии, соответственно, может здесь как и физика быть, так и исходя из тех моментов, что происходят какие-то ритуалы, это может быть и мистика. Следующий момент поверг нас в дикий ужас, потому что этого мы никак не ожидали, даже несмотря на то, что мы знаем, что в этом месте проводятся разные ритуалы. Мы просто, так сказать, ужасались граффити, зашли в комнатку и видим свечу. Ну, просто я понимаю, что это, скорее всего, сделали там сталкеры и так далее, но мы знаем, что проходят здесь всякие ритуалы, да? Что такое, Марта? Не, мы отсюда сваливаем. Ну, объяснение этому у нас есть. Это 100% оставил человек, то есть здесь, конечно же, не может быть никакой там мистики, такого чего-то потустороннего, но для чего-то же эта свеча оставлялась, для чего-то она была там, ее зажгли, и что-то там с ней делали. Соответственно, все-таки мы подтверждаем тот факт, что в этом месте проводят какие-то ритуалы. И вызовы демона. Да. Поэтому тут никакой мистики нет. На этом у нас все. Надеемся, что данный формат видео вам понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь нашей страничкой со своими друзьями. Нам будет очень приятно. И до скорых встреч. Пока-пока.